Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и сейчас будет ролик, который коснется всех Android смартфонов. Вот уже как месяц я пользуюсь одним крутым приложением. Я его полностью протестировал, оно действительно очень полезное, и я решил поделиться им с вами. Это приложение Яндекс с Алисой. А если быть конкретнее, сейчас я расскажу вам про ее умную камеру. У нее просто какие-то невероятные функции. Уверен, вам это понравится, и вы удивитесь от того, что она может. Внизу в описании под этим роликом я оставлю ссылку именно на то официальное приложение Яндекс с Алисой, о котором идет речь в данном видео. Дело в том, что у Яндекса много приложений, и эта ссылка будет вести именно на нужное приложение. После установки приложения заходим в него. Начать работу. При использовании приложения. Также при использовании приложения «Разрешить». Эту вкладку можно закрыть. Отмечу, что само приложение не сильно поджирает батарею. Но вот смотрите, что нужно сделать, чтобы разряд был вообще минимальный. Удержите на ярлыке приложения «О приложении», «Разрешение приложений», «Микрофон», «Спрашивать каждый раз». Теперь, когда приложению нужен будет доступ к вашему микрофону, например, когда вы вызываете Алису, нажимаем только в этот раз, и Алиса будет работать. Вернемся к теме нашего ролика. Приложение Яндекс с Алисой у нас установлено. Продвигаемся немного вниз, находим вкладку «Все сервисы», нажимаем на нее. Внизу умная камера. Забегая немного вперед, скажу, что эту умную камеру можно будет легко вынести на свой рабочий стол одним кликом и заходить в нее словно в обычную вашу камеру. Только у этой действительно много полезных функций. Открываем умную камеру. При использовании приложения, друзья, первая функция, которая нас встречает, это поиск. Например, навожусь на свою клавиатуру. В режиме реального времени камера определяет, что это за клавиатура. Делаем снимок. Теперь вот здесь внизу мы можем видеть всю информацию по этой клавиатуре. Для удобства растягиваем эту вкладку наверх. Первая вкладка автоматически выбранная – это товары. Здесь мы можем наблюдать все цены и продажи по этой клавиатуре в разных магазинах и на разных сайтах. Но к этой вкладке мы еще вернемся, в клавиатуре она есть отдельно. Дальше, если нажать об изображении, поиск выдает наиболее подходящие сайты с похожими изображениями, то, что вы сфотографировали. Далее вкладка «Похожие». Здесь все понятно, выдаются максимально похожие изображения. Что касается вкладки «Товары» в этом поиске, то лучше пользоваться вот этой отдельной вкладкой. Это действительно очень полезная функция. Например, смотрите, у меня есть вот такая игровая мышь от Razer. Навожусь на нее. Как можете видеть, камера безошибочно ее определяет. Razer Dezador. Хотите посмотреть цены по этой мышке в интернете? Делаем фото. Растягиваем вкладку и смотрим все предложения по этой мышке на разных сайтах и магазинах. Также, друзья, в чем еще пригодилась мне эта камера и поиск товаров? Например, вы используете какие-то лекарства, либо БАДы, как в моем случае, глюкозамин хондроитин. Я просто на него навожусь. Камера его определяет, делаю снимок. Таким образом, что очень удобно для вас, вы можете искать какие-то лекарства либо БАДы в интернете и сравнивать по ним цены. А камера действительно такая умная, что она определяет даже простой фонарик. И подобных полезных функций здесь очень много, которые в любой момент могут вам пригодиться. Например, очень крутейшая функция сканер, которая мне сильно понравилась. Но перед тем, как показать, что она может, давайте нажмем вот здесь 3 точки, добавить на главный экран. Добавить. Разрешить. Теперь умная камера из приложения Яндекс с Алисой будет у вас отдельным приложением на вашем рабочем столе. Итак, вернемся к сканеру. Например, вам нужно сделать скан каких-то документов или чего-то подобного. Неважно, пускай на объекте даже будет неровная поверхность. Приложение все исправит и сделает четко. Оно переносит изображение в плоскость, как будто вы отсканировали его на профессиональном сканере. Нажимаем «Скан». Вот что у нас выходит. Также его можно сделать черно-белым. Далее просто нажимаем «Сохранить», выбираем формат «Сохранить в галерею». Нужный скан сохраняется в галерее. Дальше не менее крутейшая функция «Перевод».
Камера умеет переводить в режиме реального времени. Для этого вам нужно скачать язык на ваш смартфон. Как видите, весит он всего ничего, 8 мегабайт. Нажимаю «Скачать». Сверху выбираю, с какого языка на какой нужно переводить. Здесь на упаковке нету перевода на русский язык. Навожусь камерой. Перевод совершается в режиме реального времени. Также, друзья, чем же еще удобна эта камера? Например, смотрите, у меня в руках какое-то косметическое средство. И здесь состав написан только на китайском языке. Русского языка здесь вообще нигде нет. Сейчас узнаем состав с китайского языка. Выбираю язык, в поиске ввожу китайский, скачиваю его. Пожалуйста, камера без проблем переводит с китайского языка. Естественно, такой перевод будет очень удобен, например, если вы поедете в Китай. Вы все сможете переводить в режиме реального времени. Думаю, здесь все понятно. Идем дальше. Функция «Текст». Берем любой объект с текстом, фотографируем его. Текст быстро переносится вот в таком формате. Отсюда, конечно же, друзья, вы можете поделиться этим текстом, скопировать его, либо найти в поиске. Все то же самое можно сделать уже с вашими готовыми фото из галереи. Нажимаем вот сюда, разрешить. И здесь выбираем какую-то фотографию, с которой нужно перенести текст. Также одна из моих любимых функций – это карты. Она переносит ваши карты на смартфон. Сейчас мы к ней перейдем, а пока покажу быстрое решение уравнений. Конечно, школьникам и студентам я советую решать уравнения самим, но если вдруг вы не сможете, открываем в Яндексе с Алисой решение уравнений, наводим на уравнение, делаем снимок. Пролистываем немного вниз, получаем ответ. К слову говоря, сейчас у меня в левой руке смартфон Realme GT Neo 3T. Мне стало интересно, найдет ли его умная камера в поиске товаров. Прикольно, теперь я могу знать минимальные и максимальные цены на этот смартфон. Ну и также еще одна полезная функция карты. Здесь нужно войти в Яндекс. Если у вас есть вот такие пластиковые карты, которыми вы пользуетесь в магазинах, просто наведите ее вот сюда, под камеру. К слову говоря, карта может не прочитаться с первого раза, попробуйте еще раз. У меня она определилась со второго раза. Карта уже добавлена, чтобы ее использовать, заходим в приложение, нажимаем «Карты», 3 точки, «Мои карты», выбираем нужную. Теперь эта карта в телефоне заменит эту, пластиковую. Друзья, повторюсь, что ссылку на это официальное приложение оставлю внизу в описании под роликом. Проходите, скачивайте, приложение действительно очень удобное. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. На этой ноте буду завершать ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!